Всем привет, с вами Виталий Соколов. Это очередной видеоурок из цикла Delphi игровые алгоритмы. Сегодня я отвечу на вопрос, как же в Delphi сделать анимацию. Двухмерная анимация происходит банально при смене одной картинки на другую. То есть, грубо говоря, есть кадры, которые сохранены в отдельных картинках, и вы просто указываете Delphi, каким образом вы их будете менять между собой. Вот, например, я взял 4 картинки, таких небольших, и здесь персонаж как бы идет вниз. То есть, вот видите, сейчас у него одна нога поднята, тут обе ноги стоят внизу, вторая поднята и снова стоят внизу. С помощью этих 4 кадров можно анимировать этого персонажа, если эти кадры в цикле постоянно менять, например. Для этого запустим Delphi и смотрите, что нам нужно будет. Во-первых, нам нужно будет ввести переменную, которая будет типа integer. Назовем ее, например, anim. Она будет отвечать как раз таки за тот кадр анимации, который нам нужно будет рисовать в данный момент. То, как загружать картинки и все остальное, я показывать не буду, это было показано в предыдущих видео. Дальше, при создании программы Form Create мы должны какое-то начальное значение. Если у вас кадры анимации начинаются с нуля, пишите здесь anim присвоить 0. Если с единицы, как у меня, то я здесь присваиваю единицу. И если я сейчас попробую запустить, то видите, у нас рисуется этот самый персонаж на первом кадре. Давайте теперь попробуем сделать так, чтобы он постоянно двигался. Стоял на месте, но двигался. Это будет происходить у нас в таймере. Можно перед прорисовкой, можно после прорисовки. Но алгоритм смены будет выглядеть следующим образом. Делается это в цикле. For i присваивается. Даже не так. Давайте будем просто увеличивать наш anim. Но поскольку anim у нас не может быть больше 4, то после увеличения анима мы делаем проверку. Если anim больше 4, тогда мы запускаем его заново, поэтому снова присваиваем ему единицу. А вот здесь тогда должна рисоваться не первая картинка, а картинка с номером, который хранится в anim. Ну а по x и по y это, конечно же, координаты, где рисовать. Вот сейчас вот запускаем. И мы видим, как наш персонаж сам по себе анимируется вообще независимо от нас. То есть такая вот простая анимация. Но это мы анимировали в таймере. Скорость анимации вы можете выставлять в таймере. Вот сейчас у нас стоит 100. Давайте поставим с вами 20, и наш персонаж будет там реально бежать очень быстро. Вот. Если поставим здесь, например, 1000, то есть раз в секунду будет меняться всего лишь кадр, то он будет двигаться очень медленно, видите? Ну, я всем новичкам советую просто 100 здесь ставить, то есть 10 кадров в секунду вполне достаточно. Либо ставьте 50, это 20 кадров в секунду. Также, возможно, вам будет интересно узнать, каким образом сделать анимацию по нажатию на какую-то клавишу. То есть вот этот код, который был раньше в таймере, мы просто запишем в событие формы onKeyDown. Например, давайте, пускай у нас анимация происходит при нажатии клавиши пробел. И если key у нас равно vk space, space это таки пробел, then begin и end, и между begin и end мы прописываем наш с вами код. Смотрим, как это будет происходить. Сейчас у нас анимации никакой нет. Я нажимаю пробел. Вот сколько раз пробел нажму, столько и будет двигаться наш персонаж. То есть два простеньких варианта по поводу анимации мы с вами рассмотрели. Надеюсь, этот видеоурок будет для вас полезен. Заходите на сайт delgame.ua, задавайте вопросы на форуме этого сайта. Заходите в нашу группу ВКонтакте, задавайте там вопросы. И всем удачи в ваших начинаниях.